Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня мы будем рисовать с тобой вот такого карыча в скетчбуке. Ну что, начнем? Для начала мы с тобой нарисуем эскиз карандашом. Я беру карандаш и рисую круг. Если ты не умеешь рисовать круг от руки, то возьми какой-то круглый предмет, например, кружку или какую-то крышечку, обведи, и у тебя получится ровный круг. Если ты умеешь, то давай пробуй. Здесь я рисую лапки нашему карычу. Они у меня вот такие палочками. И вот так раздваиваются внизу. Одна и вторая. Лапки должны быть на одном уровне, чтобы наш карыч стоял, а не падал. В этой области я нарисую клюв. Вот такой формы. Посмотри внимательно, прежде чем рисовать, чтобы тебе было понятно. Вот такая форма клюва и внутренняя часть нижнего клюва. А вот тут язычок. Под клювом у нас будет бантик. А здесь глазки. Вот такими полукружками я нарисую глазки. Подотру кругляшок, он нам теперь не нужен. А вот здесь будет зрачок. И второй глаз точно так же. Полукруг. Чуть-чуть сделаю побольше клюв. Сотру снова внутреннюю часть. Подправлю немножко клюв. Нарисую веко. И вот здесь, в этой области, у меня будет зрачок. Так, осталось нарисовать крылья. Рисуем первое крыло, оно вот так у нас спрятано. И второе крыло, оно находит на наше тело. И вот таким образом тоже прячется сзади. Наш карыч прячет ручки за тело, за спинку. Чуть-чуть подправлю круг. Если ты рисовал круг почему-то, то поправлять круг тебе не нужно. Посмотри, самое главное, чтобы у тебя все было пропорционально. Ну вот, я нарисовала наш эскиз. Теперь я беру черный маркер. Бери то, что у тебя есть, фломастер, можно карандашом, неважно. Рисую зрачок. На зрачке оставляю место под блик. Обвожу аккуратненько глаз. Рисую веко. Обвожу клюв. Вот так. И вот так. Внутреннюю часть клюва. Чуть-чуть сделаю вот так подальше. Язычок. И второй глаз. Делаю все не торопясь. Если ты не успеваешь, ставь видео на паузу, рисуй, а затем продолжай с нами. Обвожу круг, крылья. Второе крыло. Замыкаю контур тела. Так. Нарисую бантик. Вот такой маленький бантик, и закрасим его сразу черным. Бабочка называется это. Этот предмет гардероба бабочка. Ну и обвожу лапки. Делаю слегка закругленные внизу лапочки. Вот такой эскиз у меня получился. Теперь я сотру все линии. Чуть-чуть поправлю зрачок, сделаю его чуть побольше. И начну закрашивать маркерами. Ты закрашивай тем, что у тебя есть.
Закрашиваю розовым цветом века. Закрашиваем равномерно, не торопимся. И лапки. Вот так. Теперь беру желтый маркер и закрашиваю клюв. Стараюсь не залазить на черную линию, чтобы ее не размазать. Закрашиваю аккуратно. Если ты рисуешь маркерами, то посмотри технику, как я закрашиваю, чтобы была равномерная заливка. Так, закрасила клюв. Язычок тоже будет у меня такой же розовый, как лапки. Внутреннюю часть клюва закрашиваю красным цветом. Вот так. Теперь беру голубой цвет и закрашиваю полностью тело и крылья нашему карычу. И закрашиваем крылья точно так же. И второе крыло. Сделаю вторым слоем тень внизу и под клювом, а также под бабочкой. Сделаю насыщенное крыло, потому что оно у нас на заднем плане находится. И вот эту часть левого крыла. Возьму серый маркер, светло-серый, и под веком сделаю вот такую полосочку. Эта полосочка нам придает объем. А также нарисую тень под карычем. Карыч круглый, тень будет овальная. Равномерно, аккуратненько закрашиваю. Вот что у меня получается. Тень я насыщаю вторым слоем. Недостаточно темная нам не показалась. Вот такой карыч у меня получился. Надеюсь, у тебя тоже получилось. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.